Привет всем. Так, сегодня хочу протестировать клей-пену, как она будет клеиться к бетону в дальнейшем на теплый бетон, как его утеплить. Так, имеем грибочки, клей-пена, все необходимые инструменты. Размечать будем 25 на 30 куски, как вы можете видеть. Слой бетона у нас немножко неровный, есть небольшая вогнутость. Ну, так как на любом фундаменте. Идеально ровного фундамента вы не найдете. Немного вогнут. Так, в процессе буду рассказывать, показывать, что мы будем делать. Так, процесс, как мы будем это все тестировать. У нас есть шершавая поверхность. Мы ее будем тестировать на сдвиг. Мы ее приклеиваем. Потом сверху будем наглаживать красный кирпич. 1, 2, 3, 5. С того момента, пока она не оборвется. И у нас есть глянцевая поверхность. Ровненько. Глянец на сдвиг. Так же самое у нас есть глянец на разрыв. Чистая поверхность. Так же самое у нас есть шершавая на разрыв. Мы будем вот таким образом ее приклеивать. И потом кантером будем брать за шпиндель и оттягивать. И посмотрим нагрузку. И весь тот же самый процесс у нас будет шершавая только на грунт. Глянец на грунт, на сдвиг. И так же самое на разрыв будет шершавая грунт на разрыв и глянец грунт на разрыв. Номера 7, 8, 6, 5 мы будем грунтовать грунтовкой. Написано от производителя сохнет сутки. Сегодня мы приклеим без грунта. Проработаем грунтом и завтра приедем, уже будем делать следующий эксперимент. Сегодня дождик, поверхность у нас влажная. Я думаю, не повлияет это на весь процесс. Так, ну поехали. Пена. Давайте прогрунтуем сначала. Так, оставляем высыхать. Я думаю, сверху положу какую-то досочку сейчас, и пусть оно сутки сохнет.
Производитель пены, не знаю, самая дешевая простая пена. Производитель пены пишет: наносим клей-пену на поверхность, ждем 2, 3, 5 минут. Да, 2-5 минут. И потом приклеиваем. Корректировать можно в течение 20 минут. Работать после этого можно уже с пенопластом после приклеема через 2 часа. Трясем 30 секунд. В дальнейшем нужно придавить и подержать 1 минуту. Хочу показать вам разницу между бетоном маркой М350 на фундаменты и маркой М250. То есть Б25 и Б20. Это у нас фундамент. Это крыльцо. Заливалось в разницу где-то около 2 месяцев. Разницу можете видеть. Фундамент синий, крыльцо немножко белое. Может, со временем оно посинеет, хотя я в этом сомневаюсь. Приклеиваем. Пена стала клейкой. Это у нас шершавая на сдвиг. Так, смотрим. Глянец на сдвиг. Глянец на разрыв. Так, шершавая на разрыв. Тут я лоханулся, 4-й вариант прогрунтовал. Давайте приклеим ее тут. Так, итого имеем шершавая на сдвиг, глянец на сдвиг, глянец на разрыв и шершавая на разрыв. Это я делал тест сентября 6-го. Ну, мне не понравилось. Так, всем привет. Продолжаем наш процесс. Это у нас грунтованная сторона. Это то, что мы приклеивали раньше. Сейчас мы приклеиваем на грунтованную бетонную поверхность и пробуем, отрываем то, что уже имеем.
пока подготовим для разрыва все. Весь процесс, чтобы сейчас мы с вами наблюдали. Так, купили мы вот такой кантор. Сейчас взвесим кирпич, сколько весит один кирпич. Да. Глупая неудача. Так, вес кирпича. Вес кирпича. Имеем 4 килограмма, где-то 4200. Так, давайте приклеим. Так, это глянец на сдвиг. Шершавая грунт на сдвиг. Так, это у нас шершавая поверхность. Шершавая грунт на разрыв. Так, это у нас глянец. Глянец, грунтованная поверхность на разрыв. Грунтованный бетон. Так, одному, конечно, проблематично, но давайте сначала попробуем то, что у нас есть на сдвиг. Кирпич у нас имеет 4 килограмма 200 грамм. Шершавая на сдвиг. Не, давайте начнем глянец на сдвиг. Ну, первый уверенно стал. Так, имеем 8 килограмм. 12. Я думаю, выдержит с лихвой. 16 килограмм и даже никаких подвижек. С кирпичами лохотрон. Так, мой вес 80 килограмм.
Так, имеем. Произошел разрыв клея. Ну, в принципе, имеем такие результаты. Нагрузка примерно, я уже практически оторвал ногу. То есть я примерно так думаю, где-то около 50-60 килограмм нагрузка была, ну точно. Плюс-минус. Так, давайте теперь шершавую поверхность попробуем. Я, наверное, сразу буду становиться ногой, потому что я не вижу смысла ложить кирпичи. Так, ТС-2 пробуем. Шершавая на сдвиг выдержала мой вес 80 килограмм. Давайте я возьму, наверное, в руки эти два кирпича. Давайте 4 сразу, плюс 16 килограмм. Так, смотрите, что мы имеем. Полностью оторвалась от пенопласта. Если же, вот вы можете видеть, если же мы сделаем более шершавую поверхность, я думаю, оно будет еще крепче. Итак, мой вес 80 плюс 16 килограмм. Нагрузка была 96 килограмм. Я даже поднял ногу. Так, ну на сдвиг шершавая поверхность без вариантов выиграет. Так, давайте теперь глянец на разрыв. Сейчас засовываем кантер и пробуем тянуть максимально сколько сможем. Один я это все буду делать. Так, взялись. Даем натяжечку. Тяну одной рукой. Ну давайте я, наверное, посмотрю дома на замедленном съемке и покажу максимальную нагрузку, при которой оторвалась. Какую нагрузку выдержала на разрыв. Ну, в принципе, результат на разрыв меня устраивает полностью. Смотрите, вся пена идеально приклеивается до поверхности. Идеально приклеилась до поверхности бетона. Без вариантов. Не клеится до пенопласта. Хотя вот есть моменты. Так, давайте пробуем теперь. Шершавая на разрыв. Вонзаем кантер. Так, поехали, тянем. О! Так, еще разок. Сейчас я перевозьмусь. Пенопласт нам помощь. Поехали. Так, это все. Так, что мы имеем? Опять же, на видео я гляну. На монтаже. Ну, однозначно вариант
лучше, намного лучше результат. Пена остается тут. Ну, рвется пена. По большому счету, если взять хорошего производителя, то мы увидим значительно лучшие результаты. 100% значительно лучше. Это пена из самых дешевых говняных пен, которые только могут быть. Я так себе что-то подозреваю. Потому что дешевая пена не может быть хорошей. Ну, может, есть индивидуальные случаи. Так, выглядит она примерно вот таким вот образом. На что похоже? На мармелад. Так, результат, в принципе, мы увидели. То, что хотели, извиняюсь, что хреново все снято, потому что я это все делаю один. Помочь мне некому, жена на работе. Так, вот что у нас получилось. Так, приклеена пена уже на грунтованную поверхность. Так, смотрите, что я вообще по этому поводу думаю. По большому счету, в грунте смысла вообще нету никакого. Я грунтом пользоваться не буду. Только потому, что отрывается пенопласт. Пена уже даже не на грунтованную поверхность прилипает. И такие нагрузки, которые уже выдерживает эта пена, смысла нету. Я не вижу смысла я грунтовать эту всю полностью поверхность. Пока так. Возможно, в дальнейшем, если вам будет интересно, я думаю, можно будет сделать уже тест пен на этот же пенопласт, пенополистирол. И можно взять очень хорошие качественные клеи и попробовать приклеить. Так же само шершавой, не шершавой, уже без грунта. Ну а там по вашему желанию. Если хотите, оставляйте комментарии, проведем любой тест. Возьмем, я так думаю, себе с 5-6 производителей пен и проведем тест. Всем удачи, всем пока. Подписались, бегом.